Приветствую вас, дорогие друзья, на канале. В сегодняшнем видеоролике хочу для вас сравнить два интересных автомобиля. Chery Tiggo 8 Pro, новинка 2021 года, китайская сборка, передний привод. И старенький Kia Sorento Prime 2019 года выпуска на полном приводе. В комплектации Luxe, Chery Tiggo 8 в комплектации Dreamline. Стоимость данной комплектации 2 миллиона 350 тысяч рублей. У Sorento на данный момент на вторичке варьируется цена от 2 миллионов 300 тысяч до 2 миллионов 700 тысяч. В зависимости, конечно же, от комплектации и от пробега. Друзья, если вы планируете купить новый автомобиль, советую ознакомиться с ценами и скидками ваших дилеров на сайте autospot.ru. Здесь представлены предложения только официальных дилеров, и также вы сможете узнать, с какой скидкой вы сможете купить автомобиль. Для этого нажимаете на кнопочку «Сниженная цена» и видим, что вы можете приобрести автомобиль по выгодным для себя условиям по программе трейд-ин, кредит или за наличные. Но если у вас уже есть свой новый автомобиль, сайт autospot.ru поможет вам записаться на его обслуживание онлайн. Для этого нажимаете на вкладку «Запись на сервис», выбираете марку, модель и модификацию вашего автомобиля, какое ТО планируется, и видите карту и цены у того или иного дилера. Сравниваете цены, скидки и записывайтесь. На сайте представлены предложения только от официальных сервисов, поэтому вы не потеряете гарантию на свой автомобиль. Я рекомендую сайт Автоспот для покупки нового автомобиля и его обслуживания. Все ссылочки, как всегда, в описании. Данный автомобиль был куплен в 2019 году, и хочу для вас сравнить, что же сейчас покупать. Новый Chery Tiggo 8 Pro, который будет на гарантии. Гарантия его 7 лет и 200 тысяч километров. Или же остатки гарантии Kia Sorento Prime, на нашем случае это 3 года, и состояние БУ с пробегом 27 тысяч. Как вы думаете, что же выгоднее купить сейчас в 2021 году? Бэушный автомобиль или новый китайский автомобиль? В Китае на данный Chery Tiggo 8 Pro действует пожизненная гарантия на двигатель. Основные моменты. Chery Tiggo имеет оцинкованный кузов, кроме крыши, и Kia Sorento Prime тоже частично оцинкованный. Быстренько расскажу вам по поводу оцинковки. Вот вы можете увидеть небольшой скол на капоте у Chery Tiggo 8. И все, в принципе, нормально. Машина не ржавеет. На кромке крыши все хорошо. На капоте Kia Sorento Prime особо не видно никаких сколов. Но на самом деле на кромке крыши у Kia Sorento можно увидеть вот такую небольшую ржавчину. И, к сожалению, в данном автомобиле, так же как и в Chery, придется владельцу либо следить за состоянием кромки крыши, либо просто заранее забронировать проблемные места дополнительной полиуретановой пленкой. Итак, друзья, основные отличия. Снаряженная масса у Chery Tiggo 8 Pro тонна 640, имеет грузоподъемность 505 кг. У Kia Sorento тонна 803 и 519 кг грузоподъемность. Время разгона до сотни у Chery 8,9, Kia Sorento 9,4. И сейчас вы увидите на своем экране сравнительные габаритные размеры данных автомобилей. И вы можете увидеть, что Kia Sorento длиннее на 78 мм, Chery Tiggo 8 Pro, Prime также шире на 30 мм, чем Chery, но Chery Tiggo 8 Pro выше на 15 мм. Колесная база всего лишь на 70 мм больше у Kia Sorento Prime. Дорожный просвет у Chery Tiggo 8 Pro 190 мм, Kia Sorento 185. У обоих автомобилей есть газовые упоры капота. Вот такое подкапотное пространство у Kia Sorento Prime. Вы видите то, что уплотнительная резинка не справляется все-таки с загрязнениями, и приходится дополнительно все-таки мыть моторный отсек. Четырехцилиндровый двигатель, 2.2 дизель, мощность 200 лошадиных сил и крутящий момент 441 ньютона-метра. Также агрегатируется вместе с автоматической 8-ступенчатым автоматом. Chery Tiggo 8 Pro, пробег 17 тысяч километров, полгода эксплуатации, двигатель бензиновый турбо 1.6 на 186 лошадиных сил, 275 ньютона-метра, и агрегатируется с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Подкапотное пространство очень чистое, резинка прилегает намного лучше, вы это можете сейчас увидеть на своем экране, и, конечно же, подкапотное пространство у автомобиля чище.
Передняя подвеска обычная у обоих автомобилей Макферсон. Задняя независимая многорычажная также у обоих автомобилей. Топливный бак у Chery 51, у Kia 71. Городской цикл у Chery 8,6, загородный 6,2, смешанный 7. У Kia 7,3 городской, загородный 6, смешанный 6,5. Итак, друзья, давайте мы возьмем наш толщиномер Carsys и проверим толщину лакокрасочного покрытия у обоих автомобилей. Капот 156. Давайте еще вот здесь посмотрим на всякий случай. По центру 154 у Chery. 161 весьма достойно. 128 у Kia Sorento Prime. Кромка крыши. Kia 103. Chery 123. У Chery боковая дверь 130. И у Kia 128. Схожи параметры. Задняя часть крыши у Kia 119. 128 у Chery. Задняя крышка багажника. Chery 133. Kia 118. Ну что же, друзья, номинально Chery выигрывает по лакокрасочному покрытию. Самое главное, что мы эксплуатируем данные автомобили в России, суровыми нашими зимами. И я хочу подметить, что в Kia Sorento Prime большой дворник, и он расположен на всю нить обогрева. То есть зимой никаких проблем не будет с замерзанием заднего дворника. Спойлер есть в автомобиле, небольшой зазор. Как говорит владелец, никогда у него никаких нет проблем со скапливанием снега в зимнюю пору. Ничего там не остается. Также хочу показать для вас, спойлер стоит ровно, я его трясу. Все отлично, никаких проблем нет. Давайте же мы с вами посмотрим теперь Chery Tiggo 8 Pro. Тут, к сожалению, китайский маленький дворник, очень маленький охват, и нить обогрева будет... Вообще он обычно располагается прямо на нити обогрева, сейчас у меня почему-то сместился. Но обычно наполовину нити обогрева он будет обогревать ваш задний дворник. Тот момент, который я говорил, к сожалению, здесь очень большой зазор, и весь снег, лед будет здесь скапливаться в зимнюю пору. Это не очень хорошо. У автомобиля есть рейлинги, и на обоих автомобилях они настоящие, и можно размещать дополнительный груз. У Chery в данной комплектации есть панорамная крыша, к сожалению, у Kia Sorento ее нет. И сейчас вы можете прямо увидеть, что Chery Tiggo 8 Pro повыше по сравнению с Kia Sorento Prime. Ну и, друзья, собственно, что мне не очень понравилось, то что спойлер реально скрипит. Ну и, конечно же, спойлер ходит ходуном. Итак, друзья, здесь никаких натеров пластик лакокрасочного у нас нету. И я хочу отметить, возможно, вам будет видно, здесь даже стоит дополнительный поролон. Если есть какой-то и ход, все равно поролон будет брать все трение на себя. У Chery Tiggo 8 Pro, к сожалению, такого нету. И вся вода будет у вас в спойлере. Имейте в виду. Главное, чтобы вы не мыли машину зимой, не заливали эту часть спойлера водой, иначе у вас там будет образовываться лед. И у вас, конечно, спойлер будет ужасно скрипеть при эксплуатации в зимнюю пору. Так что, друзья, спойлер все-таки имеет люфт. И вот здесь мы можем увидеть, как лакокрасочное покрытие натирает об боковую стойку на крышке багажника. И натирание лакокрасочного покрытия. У Sorento сделано все намного лучше. Задняя рамка багажника постоянно гремит. Крепление нестандартное и уже немного стерся лак. Поэтому сразу меняйте крепление номерных знаков. Chery Tiggo 8 Pro. Есть автоматическое открытие багажника. Очень удобная и хорошая опция. И оборудован сервоприводом. У Kia Sorento Prime багажник с сервоприводом. Но, к сожалению, из-за того, что обшивка двери имеет ход, вы видите сейчас на своем экране,
как обшивка натирает при закрывании двери багажника лакокрасочное покрытие внутренней части. Не особо приятный момент для второго владельца, если вы будете покупать. И это максимальная высота. Если мы подойдем в Cherry Tiggo 8 Pro, у него есть дополнительная фишка, если у вас с собой ключ автомобиля, вы подходите и без рук он определяет вас, делаете 2 шага назад, и он автоматически открывает багажник. Сейчас у меня просто нет ключа с собой. Ключ находится в автомобиле, чтобы он не потух. И высота крышки очень высокая, достаточно для высокого владельца ростом до 180 сантиметров. И, друзья, вот наш любимый спойлер. И здесь вы видите, как он натер лак об боковую стойку. Не особо тоже приятный момент, но это говорит о том, что спойлер действительно имеет небольшой люфт во время движения, либо каких-то неровностях. У обоих автомобилей ровный пол в багажнике, и это является одним из плюсов. Запаски у данных автомобилей находятся под днищем. У Kia Sorento Prime полностью используется остекление автомобиля фирмы KAC, корейская фабрика стекол. У Cherry Tiggo 8 Pro все намного интереснее. Передние стекла Fuyao, задние Fuyao, боковые Hook. Hook — это одни из самых дешевых китайских стекол. Панорама, я так и не понял, какого производителя. Ребята, напишите в комментариях. У Cherry Tiggo 8 Pro за эту цену будут слепые зоны. Это один из дополнительных плюсов. И действительно они работают очень хорошо. Но здесь вы можете увидеть вот такие вот накладочки. Если в Kia Sorento используется настоящий пластик, глянцевый, он вот так затирается. Но на самом деле, только вот если светить на солнце, будет видно. Так в глаза не бросается. Но при этом на Cherry Tiggo 8 Pro за этими моментами нужно все-таки следить. Вот вы видите стык пленки. Вот он здесь идет. Машину помыли. И вот здесь есть небольшой брак. Непонятно, от чего он образовался. Тоже очень интересно. Но как бы просто констатирую факт, то, что здесь никакие не накладки, а обычная пленочка. Стык хрома на Cherry Tiggo 8 Pro. Атмосферная подсветка салона, которая прям очень делает хорошее настроение в салоне. Порожек подсвечивается и красивый фиолетовый цвет. Приятные материалы на ощупь, отделки передних дверей. Ну и, друзья, более детальный обзор на Cherry Tiggo 8 Pro и как он едет будет в правом углу. Вы сможете нажать и посмотреть. Но если коротко сказать, то Sorento Prime подвеска намного мягче и более лучше управляется по сравнению с Cherry Tiggo 8 Pro. Но Sorento на 17 дисках, Tiggo 8 Pro на 18 и китайской резине Cooper, которую мы детально испытали в основном ролике обзоре. Итак, друзья, сравниваем самое главное автомобиля — это багажник. Поэтому давайте сравним в первую очередь на Cherry Tiggo 8 Pro. Третий ряд сидений у нас присутствует в данном автомобиле, в данной комплектации. И мы с вами с помощью рулетки сможем сделать замеры. Во-первых, погрузочный проем равен 106 сантиметрам. Высота до потолка в районе 79 сантиметров. И давайте, конечно же, вот длина до погрузочного порожка 35 сантиметров от спинки сидения. Но надо учитывать, что спинка сидения идет с наклоном. Складываем третий ряд сидений, и у нас уже увеличивается объем. Есть дополнительные коврики и секция подпола. Шторку вы можете вытащить и установить под специальное крепление в автомобиле. И здесь небольшая дополнительная ниша, в которой вы можете сложить свои какие-то дополнительные инструменты. Также вы видите, уже есть инструменты для замены колеса. Но давайте мы с вами сделаем замер теперь самого размера третьего ряда до погрузочного порожка. 99 сантиметров. И по боковым аркам, господа. По боковым аркам получается 102 сантиметра. Также вы можете увидеть, что даже на третьем ряду есть специальные
фиксаторы ремней безопасности, и для задних пассажиров в том числе это тоже есть, и дополнительно подстаканники. Ну, если честно взяться за них, то немножко они скрипят. Но, я думаю, не все будут так педантично относиться к этому. Большой плюс, что есть сверху плафон для подсветки заднего багажника. Это самое лучшее место для того, чтобы рассмотреть в темное время все, что вы перевозите в своем автомобиле. Итак, друзья, остаемся здесь и пробуем сложить задний ряд сидений полностью. Для того, чтобы залезть в автомобиле вашим пассажирам, достаточно просто потянуть этот рычажок, и спинка у вас складывается под углом, и с помощью салазок заднее сиденье двигается вперед. И уже достаточно пространства для того, чтобы сесть вашему пассажиру. Но если, опять же, вы такого же роста, как и я, 2 метра, здесь будет условно сидеть тесно. Для детей самое то. Также хочу отметить, что есть прикуриватель для задних пассажиров. То есть вы сможете накачать колесо своего автомобиля с помощью багажника. Ну и очень много креплений в автомобиле для того, чтобы фиксировать определенные грузы, которые вы будете перевозить. Так, двигаем сиденье. Также задние кресла имеют очень много положений по наклону. С помощью салазок снизу мы выдвигаем максимально назад наше сиденье заднего ряда. Итак, друзья, давайте теперь мы с вами сделаем замер. До конца спинок сидений получается 164 сантиметра до порожка. Отличный показатель. Но, в принципе, переночевать здесь получится. Можно надуть матрас и спокойно переночевать втроем, я думаю, даже, в принципе, в теории. Но вдвоем будет, конечно же, более комфортно. Самое главное, что грузоподъемность данного автомобиля это позволяет также сделать. И самое главное, есть ровный пол. И, друзья, вы видите, что здесь есть дополнительные вот такие подпол. Также хочу сказать, что подпол в автомобиле не бутафорский. И действительно на нем можно размещать более крупногабаритные какие-то вещи. То есть в том числе картошка, газовые баллоны. Он выдержит такую нагрузку. Тем более здесь вот есть дополнительные фиксаторы, с помощью которых вам будет удобно возить определенные тяжелые вещи. Либо, опять же, для того, чтобы переночевать в автомобиле. Итак, друзья, давайте теперь мы с вами перейдем к Kia Sorento Prime и узнаем, какие же габариты у него. Ну и, друзья, конечно же, Kia Sorento Prime, но опять же я скажу, что комплектация не максимальная. Также у Kia Sorento Prime есть модификация с третьим рядом. И также у них будет, по сравнению с Chery Tiggo 8 Pro, для задних пассажиров в третьем ряду будут еще воздуховоды дополнительные. Итак, друзья, давайте мы померяем проем. И тут он, естественно, больше. 114 сантиметров против 106 в Chery Tiggo 8 Pro. Итак, ну, так как здесь нету третьего ряда, сразу будем мерить до спинки сидений заднего второго ряда. 115 сантиметров. Здесь номинально получается больше. И давайте померяем арки. Арки 108 сантиметров. За что можно похвалить в данной комплектации Kia Sorento, что есть также шторка в том же положении. И есть дополнительные органайзеры, которые располагаются в этой же части, но в Chery это расстояние поменьше. Также есть дополнительный подпол, который располагается во всю часть багажника. Но, к сожалению, мы жертвуем данное пространство, данные плюсы этого пространства запаской снизу. Также хочу отметить, что, к сожалению, в этой комплектации корейцы нам не завезли заднего прикуривателя. Я очень расстроен, что все-таки решили на этом сэкономить. Но хочу отметить, что пластик дубовый, что у Kia Sorento Prime, что и у Chery Tiggo 8 Pro в данном классе. И отличный плюс есть задний плафон освещения. Свет у нас обычно стоит лампочка накаливания. К сожалению, корейцы на этом тоже экономят. Светодиоды не всегда ставят, но, возможно, в новых поколениях уже они исправились. И мы видим также крепление под полочку и крепление для фиксации шторки. Арки
в автомобиле намного меньше, чем Cherry Tiggo 8 Pro. То есть, соответственно, вы сможете намного больше перевести. Основной плюс, друзья, из багажника вы можете сразу откинуть секцию посередине. Пропорция трансформации 40/20/40. В Cherry Tiggo 8 Pro 60/40. И сейчас, друзья, для вас сложу полностью сиденье заднего ряда. Сиденье у нас также регулируется вперед-назад и по наклону спинки сиденья. Рычаг регулировки находится сбоку. И также мы получаем ровный пол. И вот здесь мы видим фиксаторы для перевозки грузов в 4 частях данного автомобиля. В сравнении с Cherry Tiggo 8 Pro, если вы полностью трансформируете задние сиденья, вы их не можете двигать. В Cherry Tiggo 8 Pro вы можете их подвинуть. Мало ли вдруг что. Но здесь у нас появляется небольшая ниша. Здесь сюда можно спрятать бутылку водки. И никто не найдет. Отличная нычка получается. И вот вы видите, для задних пассажиров, так же как Cherry Tiggo 8 Pro, есть дополнительные держатели для ремней. Они реально очень нужны при перевозке и трансформации крупногабаритных каких-то грузов. До конца сидений 179 сантиметров. Получается, Kia Sorento Prime по трансформации багажника намного выигрывает. Хотя он не сильно длиннее нашего Cherry Tiggo 8 Pro. И самый главный момент, который мы должны померить, расстояние от пола до крыши. 78 сантиметров. Напомню, что в Cherry Tiggo 8 Pro около 78-79. Самая низкая часть — это плафон заднего багажника. Нет порожка снизу, что удобно размещать грузы в Kia Sorento Prime и Cherry Tiggo 8 Pro. Берете чемодан, никакого препятствия у вас нету, и вам будет очень удобно. Ну и, конечно же, друзья, ровный пол для того, чтобы можно было переночевать. Основные плюсы. На практике мы сейчас с вами смогли узнать, что Sorento Prime выигрывает по багажнику. Хоть незначительно, но номинально он превосходит Cherry Tiggo 8 Pro. И, конечно же, сервопривод багажника и спойлер, который не трясется. Итак, друзья, багажник Cherry Tiggo 8 Pro, задняя крышка. Вот вы видите сливные отверстия у автомобиля. Но почему-то здесь стоят заглушки. Напишите в комментариях, мне кажется, дилер должен был их снять. Такая же ситуация, как на Geely Atlas Pro. Многие дилеры забывают почему-то снять заглушки с завода. И вот так выглядят заглушки у Kia Sorento Prime. Сливные отверстия. Все очень хорошо. Но, как я уже сказал ранее, задняя часть может натирать. Здесь от вибрации пока не видно натирания задней крышки багажника. Все очень сделано аккуратно и достойно. Буферы выглядят таким образом для регулировки задней крышки багажника. Но, друзья, как я уже сказал ранее, когда закрываете багажник, задняя рамка номеров может вам бить при неровностях, и от этого будут издаваться неприятные звуки. И вот вы видите, сейчас здесь у нас так вот заливается под дождем, и вот здесь есть уже вот такой вот косячок. То есть здесь у нас фары герметичные полностью, но в этой части идет небольшой излом. То есть фиксатор сломал. В теории может быть запотевание задних фонарей. Надеюсь, это всего лишь только теория, и на практике никаких проблем в данном случае не будет. Ну и, друзья, теперь пора посмотреть задний ряд сидений. Задний ряд сидений очень просторный. В передних дверях используются мягкие материалы. В задних дверях китайцы из компании Cherry решили сэкономить. Вот эти ручки очень сильно затираются. Вы видите небольшой тоннель, хотя машина переднеприводная. Эко-кожа очень хорошего качества на самом деле. И ничего не звучит. Сделано хорошо. Вот эта часть у нас тоже мягкая. Конечно, не особо под прямым углом находится задний подлокотник, но он из матового пластика, и с ним ничего не будет. Износ будет минимален. Вот так вы видите спрятаны фиксаторы ремней безопасности.
Вот такие боковые плафоны в данной комплектации Dreamline. И, конечно же, друзья, есть воздуховоды для задних пассажиров и подогрев сидения и один USB-порт. И, конечно же, есть кармашки. Самое главное отличие: в Chery Tiggo 8 Pro двери в автомобиле из сварных швов, и вы их будете видеть, но они хорошего качества. В отличие от Kia Sorento идут полностью штампованные двери. И вот сейчас, как я уже говорю, пороги у автомобиля всегда чистые. Задний ряд сидений у Kia Sorento Prime. Здесь в задней части уже мягкий пластик, очень мягкий, приятный на ощупь. Тоже кожа, но кожа более плотная. Строчка идет белая, интересная. И вот вы видите заднее сиденье у Kia Sorento Prime. Сзади вот эти части у нас идут из твердого пластика. Дополнительно есть ситочки. Тоже есть воздуховоды и 12-вольтовая розетка и USB-порт. Дополнительной ниши никакой, ничего нету. Подлокотник. Вот подлокотник уже, ну, в принципе, такой же угол, как и у Chery Tiggo 8 Pro. Удобное расположение стаканчиков. Тоже износостойкий материал. Тоже отличный момент. И здесь вы видите, в принципе, точно такое же расположение, как у Tiggo 8 Pro, ремней безопасности. И вот я могу вам показать кожу. Немного началось все-таки на 27 тысячах. Небольшие вот такие заломчики появились. Ну, морщины, я бы сказал даже. Именно морщины. По левой подушке все хорошо. Давайте я вам покажу. Правая часть автомобиля намного больше пользуется спросом. И здесь вот вы уже видите на 27 тысячах вот такой сильный залом. Но при этом кожа очень плотная. Я думаю, она износостойкая, но, к сожалению, она все-таки тоже немного деформируется. У обоих автомобилей она идет перфорированная, но вентиляции, к сожалению, нету. Итак, давайте, раз уж я у Kia Sorento Prime, хочу сказать, что здесь есть бесключевой доступ в салон первого поколения. У Chery Tiggo 8 Pro бесключевой доступ уже следующего поколения. Для того, чтобы попасть в салон, достаточно поднести руку, а чтобы закрыть, нажимаете касанием на ручку. Но это работает только на водительской двери. В иных случаях, если у вас есть ключ, вы будете отходить от автомобиля, он будет автоматически закрывать. Подходите к автомобилю, он автоматически открывается. На самом деле, если вы приехали на дачу, грузите картошку, постоянно ходите по огороду, машина будет то постоянно открываться, закрываться. Сделано не очень удобно, то есть нужно им продумать этот алгоритм. Здесь вы видите TGDI, также здесь вы видите надписи Tiggo, и Tiggo написано везде. На самом деле не особо, конечно, всем владельцам будет это нравиться. Здесь же должна быть надпись крутящего момента 290, но здесь она удалена. Но в вашей комплектации, если вы будете покупать этот автомобиль, будет написано 290. Хотя на самом деле 275 крутящий момент для России. В этом новом автомобиле полностью передние карты из мягкого пластика. Только здесь у нас уже идет дубовый и нижняя часть. Здесь все в эко-коже. И, друзья, даже пассажирское сиденье имеет электрорегулировки. Но, честно вам скажу, если сравнивать с Kia Sorento Prime, здесь вы будете сидеть намного выше. У вас будет капитанская посадка. Очень приятная подсветка в автомобиле, которую можно менять. Есть бардачок с микролифтом, но нету света. Вы представляете? Это однозначно минус к этому автомобилю. И в Chery Tiggo 8 Pro в данной комплектации есть слепые зоны. Самый кайф комплектации у Chery Tiggo 8 Pro есть уже мягкая посадка. Вы можете зажать кнопку, и автомобиль может зарегистрироваться, допустим, под вашу жену. Если его, допустим, первое положение, то я подстроил под себя, и есть регулировки поясничного подпора. Снизу вы видите расположение беспроводной зарядки, дополнительная ниша, пластик дубовый со строчкой. Ну и, конечно же, глянец, который сильно-сильно царапается. Скрипит только если вы нажимаете на нее. И бардачок. Но, в принципе, все в целом нормально собрано. Небольшие скрипы
все-таки есть, но это опять же не критично. Главное, чтобы зимой никаких проблем не было. У обоих автомобилей есть автозатемнение заднего зеркала. Вот такой плафон освещения переднего водителя и пассажира выглядит, конечно, как стульчак унитаза. Есть удобный подочечник и, конечно же, панорама, которая очень будет радовать вас в летнюю пору. Мы завели с вами автомобиль, есть камеры 360 градусов. В автомобиле очень хорошая оптика. И также есть очень хорошая оптика у Kia Sorento Prime на самом деле. И эта хорошая оптика не только в данном автомобиле. У Kia Sorento Prime, если комплектация идет с полностью светодиодной оптикой, она ничем не уступает оптике в Cherry Tiggo 8 Pro. И здесь вот вы видите вот такой износ руля, кожи на руле за 17 тысяч пробега. Но при этом общий вид в автомобиле неплохой. Есть Apple CarPlay. Вот такая вот китайская инструкция, когда вы прям напоминает, как будто вы реально купили автомобиль с Алиэкспресса. Но я надеюсь, просто компания Cherry это услышит и поймет, что лучше так не делать. Приборная панель полностью цифровая. Баги в автомобиле, конечно же, есть. Я столкнулся с таким багом, то что если вы сделаете минимальную подсветку автомобиля, приборной панели, потом выключаете автомобиль и заново включаете автомобиль, то она сбрасывается и светит максимально ярко. Не особо удобно, но ПО надо допиливать. И двухзонный климат-контроль. С управления температуры вы можете настраивать с помощью джойстиков, поток воздуха, но направление потока, к сожалению, только сенсором. Есть камеры 360, камера настроек, режим спортивный, либо эко. К сожалению, обычного режима здесь нету, я имею в виду коробки КПП. Выключение функции старт-стоп и отключение парктроников. Отлично, что сделали шайбу для регулировки громкости. И в обоих автомобилях, в принципе, хорошая шумоизоляция и неплохая акустическая подготовка в данных автомобилях. Но большой плюс у Cherry Tiggo 8 Pro, у него есть полностью полный обогрев лобового стекла в компании Fuyao. Стекла особо обычно недорогие, но, конечно же, дилеры могут их сильно завышать, но при этом с полным обогревом. Свет подсвечивается сверху автоматически при открытии козырька. В Cherry Tiggo 8 Pro есть камеры кругового обзора, и они действительно очень хорошего качества. В комплектации данной у Kia Sorento Prime, к сожалению, я не стал сравнивать, потому что она низкого качества и только сзади. Но имейте в виду, что в принципе номинально в Sorento есть камера заднего вида, но, к сожалению, она есть для галочки, для того, чтобы вы просто ориентировались, если нет каких-то там препятствий. Но более детальная камера именно находится в Cherry Tiggo 8 Pro. ГУ 12 дюймов. Шумоизоляция в автомобиле достойная. Если шумить, то только арки. Также у Kia Sorento Prime. Бардачок, если честно, он бывает немного поскрипывает. А это салон автомобиля Kia Sorento Prime. К сожалению, у пассажира нету регулировок электрических, есть только механические. И вот такие вот вы видите заломы. Люфта у панели нету. У подлокотника, в принципе, есть небольшой люфт. Есть дополнительная шторка с подстаканниками. Шестиступенчатый автомат. И полностью ручное управление. Также хочу отметить, что в автомобиле и для ваших глаз эта подсветка будет очень приятная в ночное время. А здесь же, друзья, водительское сиденье регулируется также с электрорегулировками, но поясничный подпор имеет только положение вперед-назад. В Cherry Tiggo 8 Pro вверх и вниз. Сейчас мы с вами присядем в этот автомобиль, и я вам покажу основные преимущества. Также хочу обратить внимание, что здесь газ идет напольный. Для кого-то это будет очень важно. В автомобиле очень хорошая шумоизоляция. Мы практически не слышим дождя. Мягкая приборная панель, мягкий пластик, очень приятный. Матовый софт-тач пластик в боковых картах, дверях. Небольшой такой черный рояльный лак. Можно механически регулировать яркость приборной панели. Люк бензобака открывается в Sorento из салона. В Cherry Tiggo 8 Pro только руками. Также в обоих автомобилях вы можете из салона открыть заднюю дверь багажника. Так выглядит руль в автомобиле, 27 тысяч пробега.
Он имеет уже вид черного глянца, затерся, но при этом сама текстура кожи на руле не потеряла своего вида. Небольшие заломы только в этой части, потому что очень часто используется, наверное, вождение левой рукой, и хват идет тоже вот в этой части. Я, в принципе, также езжу. В этой комплектации мы видим только круиз-контроль, лимитера скорости, к сожалению, нет. И в обоих автомобилях есть голосовой набор, который работает только вместе с Android или Apple CarPlay. Нормальные регулировки звука, выключение магнитолы, но морально устаревшая здесь магнитола. Конечно же, в Chery Tiggo 8 Pro она побольше, но сами функции у нее урезанные, у обоих этих магнитол. В компании Geely намного сделано все интереснее. Можно сделать дополнительные моды. В автомобиле есть датчик дождя, датчик света. И вот мне, конечно, приборная панель больше нравится в Kia Sorento. Она сделана из матового софт-тач пластика. Никаких у вас не будут царапин. И очень удобно пользоваться. И всегда будет приятный, опрятный вид в автомобиле. Двухзонный климат-контроль. И звук в автомобиле тоже очень хорошего качества. Также зеркало с автозатемнением. Есть возможность разместить карточку. И самый кайф. Большое зеркало, что водительское, что и пассажирское. Включаем мы его с помощью принудительного нажатия. И самая крутая фишка. Есть дополнительный козырек. Действительно, во старых корейцах, Tucson первого поколения и Kia Sorento, вот есть данные козырьки. И действительно, и они очень помогают в солнечное время. Есть очечник, бортовой свет пассажирский, штурманский. В общем и целом все. Так что, друзья, не забудьте подписаться на канал и скажите, в какой салон в автомобиле вам понравился больше. Ну, еще из интересных моментов, сейчас камера отлично это передает. Цвет автомобиля серебристый у Kia Sorento, бампер не попадает в цвет. И также вот есть вот такие вот интересные зазоры. То есть такое ощущение, что автомобиль крашеным бампером, но нет, автомобиль полностью заводской, еще не был ни в одном ДТП. Это просто так делает завод. Если же мы посмотрим у Chery Tiggo 8, здесь по зазорам все очень хорошо. Но, ребят, если вы покупаете любой автомобиль современный, вам лучше все равно проверить эти автомобили на зазоры. По покраске у Chery вообще не видно никаких изъянов. Давайте мы детально посмотрим этот автомобиль. Да. Ну, может быть, немного оттенок меняется, но на Sorento выглядит это намного заметнее. Возможно, цвет сам по себе. Но, конечно же, это металл, а это пластик. Конечно же, будет искажение света, но не все это заметят. Для кого-то это может быть действительно большим изъяном. По зазорам у Sorento очень большой зазор здесь. У Chery же он, на удивление, поменьше. Ну, друзья, как вы помните, в своем автомобиле я обнаружил ржавчину под сиденьем. Давайте мы с вами посмотрим, как обстоят дела у Chery. Каркас сиденья полностью прокрашенный. И никакой ржавчины не обнаружено. В целом, все очень достойно. И Kia Sorento Prime. Следы сварки. Каркас не прокрашенный, но видим смазку. Это не ржавчина. Угу, смазка. В целом у обоих автомобилей все хорошо. Но в Chery каркас прокрашенный. Здесь, к сожалению, нет. Итак, дорогие друзья, я специально детально постарался для вас сделать такое обзорное сравнение габаритов и салона данных автомобилей. И вот действительно, мне очень интересно, как вы думаете, что же купить в 2021-2022 году? Новый китаец на гарантии 7-летний, либо чуть подороже взять бэушного, проверенного, надежного корейца с небольшим пробегом, но
и остатком гарантии. Напишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Каждый комментарий будет интересно прочитать. А в целом, лично мое мнение, китайцев можно брать. Интересные автомобили, главное, чтобы у них не было брака и были запчасти. Это основные моменты, которые владелец должен об этом понимать. А так, в мое мнение, я сам являюсь владельцем китайского автомобиля и понял, что если вы первый владелец и покупаете автомобиль, допустим, с гарантией 5 лет, и вы можете отъездить спокойно 4 года на гарантии, продать свой автомобиль и купить опять новый автомобиль. Мое мнение, китайца можно брать на небольшой срок владения. Потому что, насколько вот по моему опыту Geely Coolray, если сравнить все цены на ТО, машина выходит очень дорогой. Если все опять эти цены сложить. Если вы берете автомобиль на 10 лет, то, я думаю, ваш выбор это Kia Sorento Prime. Но, ребята, возможно, многие не согласятся со мной. Напишите свое мнение в комментарии. Как вы думаете, что лучше купить? У обоих автомобилей есть свои плюсы и минусы. Как мы увидели, что даже Kia Sorento Prime, имея свою более дорогую стоимость, крыша у автомобиля не оцинкована и от любого малейшего камешка может зацвести. Преимущество у Chery Tiggo 8 Pro однозначно оцинковка капота и лакокрасочное покрытие, потому что китайцы особо обычно не цинкуют, как, допустим, предыдущее поколение Tiggo 8. Но как покажет этот автомобиль, пока неизвестно. И, ребята, интересно, как проведет первую зиму этот автомобиль, потому что зимы в российских он еще не видел. Компания Chery очень часто обновляет свои автомобили. У них реально очень быстрая смена поколений. Жизненный цикл автомобиля обычно порядка 1 год. И, соответственно, для потребителя это большой минус в том, что может быть нехватка запчастей, либо отсутствие их на рынке. Поэтому, друзья, делайте выбор. С вами был я, Дмитрий Лелюхин. Всем огромной удачи, здоровья и пока.